Строительство домов невозможно без качественных материалов и современных технологий. Залить фундамент, поставить стены, закрыть крышу. Этапы строительства проще некуда. Но, несмотря на это, качество домов у разных строителей получается разным. В этом выпуске вы увидите, как строить дома, чтобы на стенах не появлялись трещины, а в помещениях не копилась влага, какие материалы используются в современном строительстве и как новые технологии позволяют строить качественные дома, в которых хочется жить. Перед вами блоки, из которых строятся стены вашего дома. Эта деталь современного дома должна быть прочной, легкой и удобной в строительстве. При строительстве комплексов Unity мы используем блоки Climalite Dalico, изготовленные по немецкой технологии. Блок экологически чистый, изготовлен из натурального материала – пемзы. Блок имеет превосходные теплоизоляционные показатели, что способствует сохранению тепла зимой и экономии энергии на кондиционирование летом. Плюс материал не держит влагу, таким образом предотвращает скопление сырости внутри стен. Чтобы стена была ровная, чтобы не было в ней трещин, чтобы легко было ее закладывать, чтобы результат был хороший, чтобы блоки были легкие. Легкие блоки важны не только из-за того, чтобы быстрее строить. Легкие блоки уменьшают вес здания. У них теплоизоляционные функции и функции звукоизоляции, они намного лучше, чем у традиционного керамического блока. Кроме этого, блок пазовый, то есть на торце каждого блока есть специальный замок, который усиливает соединение, что очень важно для предотвращения образования трещин на стенах. Материал мы выбрали. Теперь посмотрим, как его использовать, чтобы максимально качественно построить стены дома. Мы на этапе подготовки кладки стен. Разберем технологию. В первую очередь, все монолитные конструкции имеют технологические отверстия, в несущих стенах до 30 см глубиной. Для предотвращения попадания в них влаги все они заполняются пеной. Далее все поверхности обрабатываются бетоноконтактом Knauf. Поверхности без пыли и грязи. На стройке, как в лаборатории, идеальная чистота. Основание должно быть полностью сухим. Бетоноконтакт – это особый тип грунтовки для оснований, которые не впитывают воду. Так как поверхность бетона обычно гладкая, штукатурке не за что зацепиться. И если на такие основания без предварительной подготовки нанести штукатурку, она при высыхании просто отвалится. Поверхности подготовили. Переходим к следующему этапу. Сначала мы поднимаем уровень кладки с помощью раствора. Для чего мы это делаем? Формат блоков 50 на 25. Этот размер позволяет нам закладывать проемы целой кладкой, то есть блоки не режутся. По верхней части кладки они ровно закрывают проем до перекрытия. Это правильный подход. Мы сохраняем целостность, а значит и свойства материала. Кладка получается крепкой, ровной и имеет аккуратный вид, что немаловажно при дальнейших работах. Работа с блоками по технологии – это путь экологичного строительства. По сравнению с традиционной работой с кирпичом, количество отходов уменьшается в десятки раз. Для укрепления всей конструкции стен мы армируем каждый третий ряд кладки до окон. Арматура крепится двухкомпонентным клеем. Это самый надежный способ и верная технология. Пусть дороже, зато качественнее. Обратите внимание, мы находимся в сейсмоопасном регионе. Есть требования по армированию стен. В стенах не будет трещин, они более стабильные. В зависимости от технологии, от веса конструкции, соответственно, применяются и армирование горизонтальное либо вертикальное. Кроме того, под оконным проемом мы усиливаем конструкцию, армируя ряд под окном по всей длине. Это одно из самых проблемных мест, если мы говорим о появлении трещин на стенах. Поэтому усиление на этапе кладки – правильное решение. Выше мы продолжаем армировать кладку каждые 2 ряда. Качество превыше всего. Стены дома должны быть крепкими. Последний ряд дополнительно укрепляется с помощью профильных уголков, которые крепятся к ригелю. Таким образом мы получаем крепкую стену и решаем проблему появления трещин в будущем. В наших домах окна доходят прямо до ригеля. Мы получаем больше света внутри помещений, а также идем экологически правильным путем строительства, уменьшая количество используемого материала. А еще большие окна – это просто красиво. Верхний зазор между кладкой и перекрытием заполняется клей-пеной Saudal. По сравнению с обычной пеной, это новый, разработанный по инновационной технологии материал. Он отличается высокой влого- и водостойкостью и имеет отличные теплоизоляционные характеристики. И, конечно, материал экологичный. В состав клей-пены не входят фреоны. Это делает продукт безопасным для человека, так как он не выделяет вредных испарений и токсинов. Этап кладки готов. В следующем выпуске вы увидите, как проходит штукатурка стен и как современные технологии строительства делают ваш дом тише, теплее и уютнее.